Эту нишу я еще показывал 10 декабря у себя в приватной группе Нейромания. И тогда говорил, что возможно это новый тренд. И я периодически следил за этим каналом и потом понял, что зритель находит свой интерес в этой теме. И нашел еще один подобный канал, который тоже понемногу набирает просмотр и уже подошел к монетизации за 11 видеороликов. И я, кстати, тоже решил создать что-то подобное, и вот что у меня получилось. Смотрите до конца. Внимание! В двигателе произошел отказ системы устойчивости. Внимание! Обнаружена разгерметизация. Уровень кислорода падает. Система аварийной подачи кислорода включена. Ну, а теперь я вас научу делать такие видеоролики с помощью нейросетей, шаг за шагом, и дам вам свой авторский промпт, который нет ни у кого со своей новой идеей. И он будет находиться у меня в открытом телеграм-канале по ссылке в описании. А ваша задача смотреть видео до конца, если вы хотите, конечно, получить опыт в этой нише и на базе этих знаний делать другие. И да, кстати, чуть не забыл, я покажу, как использовать VO3 абсолютно бесплатно. Ну, мало ли кто не знает. Завариваем кофе и поехали. Ну что, друзья, давайте вкратце посмотрим эту тематику. И здесь, значит, суть такая, что я не буду звук показывать, чтобы никаких авторских прав мне там не пролетало. Актер, то есть ну, персонаж, живет на Марсе, у него происходят какие-либо там приключения, то есть он живет один, что-то там строит, что-то выкапывает, где-то ходит в каких-то пещерах и так далее. Да? Своего рода это небольшой такой фильм получается. Везде один и тот же персонаж. Просто я тоже вам это на будущее говорю. Кстати, мне это напоминает кадр, как из фильма «Интерстеллар», когда он там ехал, да? Вот. И «Марсианин» еще. И поэтому, ну, здесь немножко такая где-то похожая суть, то есть он там что-то выращивает, пытается, да, значит, какие-то растения и тому подобное. Ну, суть вот именно в этом. Так, по поводу превьюшки, ребята, сразу хочу сказать, пока не забыл. Да, на этом канале есть монетизация, но он рискует ее потерять. Почему? Давайте подумаем. Есть буковка N. Да, это добавляет кликабельности, я согласен. Это называется, ну, типа как байт, да? И это значок Netflix. Это значок Netflix, да? Смотрите, если я зайду сюда, вот видите Netflix, вот он, один в один значок. Так делать не советую. Лучше сделайте что-то подобное, например, какое-то, но не чтобы был значок один в один. Ну, какая-то доля вероятности существует, что за это могут отклонить монетизацию. То есть просто ее забрать, просто ее отключить. Из-за того, что используются вот эти вот товарные знаки. Поэтому ребятам надо просто делать что-то свое, можно подобное, да, но не в один, это важно.
Ну и, естественно, мы видим здесь кликбейт у нашего известного нами актера. На самом деле этого актера здесь и нету. Не пугайтесь то, что здесь видеоролики есть полуторачасовые, просто он делает компиляции. Все правильно он делает, автор YouTube канала, молодец. Не обязательно делать такие видеоролики 30 минут, можно и 8, и 10 минут, то есть ниша универсальная, поэтому, еще раз говорю, пугаться не надо. Коротенькие ролики вообще будет в самый раз. Нашел еще второй YouTube канал, подобный тому, что, ну, вот этой вот темы. И он новенький, видите, вот 7 минут, там 7 минут и так далее. Эти ролики, ну, прям вот, можно сказать, один в один по хронометражу идут. И у него есть просмотры, и он уже, считай, дошел до монетизации. И если я нажму кнопочку «Еще», сейчас у меня загрузится, сколько у него тут, в общем, просмотров на его YouTube-канале. Так, смотрите, 195 тысяч. 4000 часов, скорее всего, он уже набрал, и вот недавно набрал 1300 подписчиков. Скорее всего, у него канал на, ну, на заявку на монетизацию, либо он еще, может быть, Google AdSense не нашел, я не знаю. Короче, ребята, это монетизируется, сюда заходить можно, да, это нейросети, да, там можно монетизировать полностью весь монтаж, я не знаю, полностью ролики делать, ну, фильм это делать, и, соответственно, использовать генерированную аудиоозвучку. И я что вам хочу сказать, да, здесь все-таки в этой нише, исходя из того, что, ну, на сегодняшний день достаточно большое количество каналов отключились от монетизации, я про это еще делал посты в своей телеграм-группе, если кого нет, там заходите. Есть такая причина отклонения монетизации: недостоверный контент, ребята. Просто алгоритмы Ютуба, они сейчас сырые стали, новые, потому что мне нравится новая нейросеть, называется Gemini, да, вот и она анализирует каналы. И, ребята, чтобы застраховаться, я рекомендую вам все-таки отмечать здесь, что ролики сделаны с помощью искусственного интеллекта. Но это вот тут вот надо вот сделать, он это не отмечает, но я все-таки советую это делать. И мы видим, что, смотрите, 829 лайков и 7 дизлайков. То есть это говорит о том, что аудитория набирается и им заходят такие ролики. То есть здесь то же самое, примерно как и на том YouTube-канале. Видите, ребята, тут не надо никакого перфекционизма. То есть ничего страшного в этом нету. Если какая-то, я не знаю, там наклейка не сходится, либо текст не появляется, ну, другой какой-то на фотографии, либо в костюм там меняется, да. Ребята, на это просто не обращайте внимания. На это люди не смотрят. Они и так знают, что это нейросети. Ну, блин, я не знаю, кто еще не поверит, что это не нейросеть. На сегодняшний день у нас вообще, мне кажется, 90% контента становится с помощью нейронок. Вот. И еще раз говорю, что стараться тут что-то выпендриваться с этими роликами не надо. Просто идете, самое главное, чтобы был сюжет, и все. Все. Будет у вас монета. Итак, друзья, мы видим, что здесь одна идея, а здесь вот другая. Но в целом они похожи. И я решил все-таки вам предложить сделать свою подачу, да. Смотрите, есть такая тематика, как строительство в лесу, там лодок и так далее, какие-то подземелья. Ну, я думаю, сейчас уже каждый второй, кто занимается американским ютубом или хотя бы кто-то смотрит видеоролики, они знают, что такая ниша есть. И уроков, в принципе, полно по этой нише. А вот именно по то, что я сейчас дам, я не знаю, ребята. Я не анализировал, не смотрел. И я почему-то, вот у меня большой энтузиазм был вам это показать и дать все готовое. Вот. Значит, суть такая. Я хочу вам предложить создать некое другое. Как это сказать? Компиляции с этой тематикой. Получается, человек летит на космическом корабле, там он падает на Марс и выживает, там строит что-то, ремонтирует, то есть, понимаете, да? И такого я как бы, ну, можно сказать, не видел. Чуть-чуть вот так прозондировал и не увидел, поэтому, может быть, эта идея у вас зайдет, попробуйте. Но этот мастер-пром, который я вам дам, вы можете под свой лад как угодно переделать, и все. То есть, фактически, я все даю готовое, и вам нужно только лишь идти и генерировать. Ну, а теперь, ребята, для самых ответственных, самых мотивирующих ребят я покажу, как делать этот ролик. Поехали. Итак, я буду пользоваться бесплатным ChatGPT, но если хотите, можете любой другой нейронкой использовать, ну, там, Gemini, как вам удобно. В общем, вот мой мастер-промпт, просто его прочитайте, мы на это время тратить не будем. Здесь самое главное, это указать количество промптов. Чем больше промптов, тем, конечно,
будет более массивный и сюжетный у вас, ну, короткометражка, да, вот это вот. Вот, смотрите, тема видео. Вот я написал, например, ну, то, что вот я про себя вот снимал, как раз, вот вы видели. Один астронавт на космическом корабле из-за неполадки в системе управления двигателями совершил аварийную посадку на Марсе и начал там выживать. Все, вот это я по этому же сюжету делал свой ролик. Дальше, соответственно, ну, это вы можете оставить, пример входных данных, то есть это я уже пересказал ему некую такую идею, ну, чтобы он мог что-то подобное мне создать, то есть по промптам. Если вы хотите, можете здесь свою идею закинуть какой-нибудь, и он будет вам похоже создавать. Так, здесь, соответственно, он будет выдавать по 5 готовых промптов, почему так. То есть вам нужно будет в конце написать продолжай, либо продолжи, либо дальше, неважно, нейросеть это все равно все поймет. Ребята, если большое количество промптов нейросеть будет вам выдавать, она их будет сжимать, потому что она захочет уместить все в одной генерации. А так как генерация, скажем, в бесплатном ChatGPT, если я не ошибаюсь, там 4000 токенов, да, то она будет вам все ужимать. Поэтому я здесь написал 5 промптов. Хотите там хоть 10 напишите, но вы сами потом поймете, что я имею в виду. Итак, давайте теперь напишем, где у меня количество промптов. Смотрите, вот всего количество написано 20. Даже можно так вот выделить, да, чтобы вы сразу понимали. И вот эту вот тоже тематику. Все, отлично. Просто вбивайте и все. То есть у меня здесь написано, что надо придерживаться именно реальности, никакой там фантастики и так далее, потому что, ну, если будет чересчур вот этих вот придуманных каких-то эпизодов, люди, я думаю, не будут особо смотреть. Поэтому мы придерживаемся именно реалистичности. Все, и нажимаю генерацию, ребята. У нас пошли сцены, то есть наши промпты, и здесь у меня как сделано, где-то будет от третьего лица эпизод, где-то будет от первого, ну чтобы у нас какой-то экшен был, да. То есть у нас уже готовый промпт, все. Вот, пожалуйста, космический корабль, стиль и так далее, и так далее. Ребята, обязательно указывайте, что какой-то там стиль. На будущее вам говорю, стиль видео либо фото, да, что вы там будете генерировать. И обязательно ограничения, без музыки, да, без речи. Потому что если вы этого писать не будете, вот я уже за вас все сделал, то у вас могут появиться субтитры на экране, там VO3, например, да, либо речь, что вы не хотите слышать, либо какая-то музыка на заднем фоне. Поэтому здесь уже все на автомате стоит, видите, ограничения без музыки, опять без музыки и так далее. Это хорошо. Окей, итак, смотрите, что нужно сейчас сделать, чтобы у нас с вами был качественный ролик. Конечно, мы сейчас весь ролик делать не будем, потому что вы и так уже, в принципе, видели то, что я для вас показал, но самое главное, кусочек для вас показать, да, дальше вы уже сами. Смотрите, у нас есть персонаж, да, ну, какой-то мужик в скафандре, он один будет, допустим, да, и у нас есть корабль, поэтому нам нужно с вами что сделать? Это создать нашего героя, и чтобы был у нас референс. То есть, чтобы везде была одна и та же, хотел сказать, физиономия, одно и то же лицо. Ну и, соответственно, там космический корабль, чтобы он каждый раз не менялся, он был один и тот же. Итак, я захожу в Виск, мы будем работать в Виске. Анимировать мы будем в других нейросетях. Мы будем работать в Виске. Так, я обновляю страничку, захожу сюда. Там у вас будет кнопочка «Новый проект», вы на него нажмете, и что мне нужно сделать? Выбираем формат 16:9, здесь мы ничего не трогаем, оставляем все как есть. Тут мы пишем, пускай это, да, прям на русском пишем, мужик стоит прямо и смотрит в камеру. Крупный план. Крупный план. Я работаю по-своему. Не знаю, как там другие блогеры работают. Мне вообще абсолютно все равно на них. И я именно по своей идее иду. Так, смотрите. Сейчас я создам фотографию, да, нашего героя. Так, вот эта фотография тоже неплохая. С бородой. Это не подойдет. Нам надо, чтобы полностью было видно лицо нормально и его голова. Так, это тоже не подойдет. Сейчас мы тоже загружаемся, остальные фоточки. Вот это тоже неплохая. Но я думаю, вот эту возьмем. В очках не надо, потому что очки могут где-то
косяки давать, просто вам на будущее говорю, это не надо. Короче, вот подойдет. Что я делаю? Левой кнопкой мыши перетаскиваю нашего персонажа прямо сюда. Сейчас нейросеть прочитает эту фотографию, и теперь, не отходя от кассы, самое главное, здесь нужно будет нажать галочку, иначе у нас ничего с вами не получится. Так, мужик стоит прямо в камеру в скафандре. Да, в скафандре, все, крупный план такой же. То есть, и делаю несколько фотографий. Я рекомендую вам всегда делать там максимум количества, потому что Виск на данный момент съемки этого видеоролика, он бесплатный. Это действительно крутая нейросеть, которая, выручает вообще у многих вопросов. Я сам ей пользуюсь. Кто еще не знал, здесь есть анимация видеоролика. Вот сюда мы нажимаем, и можем там анимировать. Но у кого Google Ultra, тут прям полно можно генерации делать. У кого не Ultra, то можно до 7 генераций делать. Так, мы видим, что нейронка, видимо, там подгружена. Ну, такое бывает, ребята. Ну, ничего в этом страшного нету. Немножко подождем. Так, видим, да, что у нас есть вот такой классный скафандр у него. И у него блики. Вот блики нам не нужны, потому что они будут мешать. Это важно. Можно генерировать так, чтобы у вас там не было бликов. То есть постоянно, да, делать генерацию. Но здесь, смотрите, крупный план. И на заднем фоне серая стена. Так, смотрите, мы здесь дальше что делаем? Убираем отсюда галочку и ставим здесь. Теперь пишем, мужик стоит в полный рост, прямо, и смотрит в камеру, в скафандре. Так, это убираем. Так, здесь вот на заднем фоне. Так, в полный рост. Ну, в принципе, наверное, вот это тоже можно убрать. Вот, пожалуйста, да, мы видим... Вот, отлично. Но тут у нас опять блики появились. Вот, все, супер. Итак, друзья, у нас с вами готов персонаж. Теперь надо что? Нам создать космический корабль, на котором полетит. И внутри космического корабля это отсек управления. Почему? Потому что у нас же там какие-то будут видеоролики. И если мы этого не сделаем, то есть модель космического корабля и что внутри, то у нас каждый раз будет все разное. Зачем нам это надо? Поэтому давайте мы это сделаем. Так, космический корабль. Или, наверное, модуль попробуем так. Да? Значит, гиперреализм. Можно так попробовать. Посмотреть, что у нас сейчас получится. Если не выйдет, то... что-нибудь другое возьмем. Можем вообще взять фотографию, зайти вот сюда, вот космический шаттл, и просто закинуть туда, соответственно, и будет у нас с вами корабль, там космический корабль, например, да. Можно вот что-то такое, кстати, взять, вот будет интересно. Вот такой вот интересно у нас получается. Так, ой, смотрите, что-то прям совсем у нас не очень вышло. Давайте мы с вами космический корабль Союз, да? Ну вот и, пожалуйста, космический корабль модуль Союз. Давайте. Союз. Гиперреализм. Ну, сейчас, я думаю, что-нибудь нам придумает нейросеть, потому что вот это вообще ни о чем. Видите, когда пишешь промпты не совсем подробно, у нас выходит какая-то фигня. Так, ну смотрите, уже неплохо. Вот такая вот штука тоже выходит, да? Очень-очень даже хорошо. Ну что, мне понравился вот этот вот, значит, я беру его, перекидываю сюда. У нас уже есть космический корабль, да? Теперь, что нам нужно сделать? Здесь попробуем сейчас написать, вот эту галочку поставить, и крупный план, головной, модуль, так, модуль, можно так, отсек управления. То есть, нам надо понимать, где у нас хотя бы, будут какие-то иллюминаторы или что-то такое, да. Ну, можно и без них, конечно, но сейчас попробуем. Так, нету, здесь не видно, но ничего в этом страшного нету, абсолютно. Можно так оставить. Так, то есть оставляем как есть.
Мы немножко просто будем переделать промпты. Это как раз хорошо, что у нас так вышло. Что нам остается делать? Это внутри космического корабля, вид изнутри, отсек, да, главного управления. Здесь без иллюминаторов, запятая, окон, да. Почему? Потому что мы здесь их не видим. Это важно. А то у нас там будет одно, тут другое, и непонятно. Ну, так-то, слушайте, неплохая фотография, мне понравилось. Ну, у меня свое видео по-другому вышло, да, а здесь такое. Здесь еще надо написать без людей внутри. Без людей внутри. Можно даже написать тесный отсек с одним сиденьем. С одним сиденьем. Ну, потому что тут что-то слишком большое, как будто, я не знаю, там на какой-то подводной лодке находится, да. Поэтому, наверное, стоит как-то минимизировать, потому что у нас же... Вот, супер, блин, вообще ништяк. У нас же ведь один с вами герой, персонаж, да. Поэтому, в принципе, мне вот это понравилось. Вот. И вот это классно. Давайте вот этот возьмем. Прям супер вышло. Мы берем это, копируем сюда. В смысле, переносим. И у нас, получается, есть и отсек внутри, да. Нашу будем сюда сажать. И, соответственно, полный корабль. Все. Супер. Теперь мы идем генерировать наши промпты. Так, смотрите. У нас тут есть 5 сцен. Ну, дальше, если мы нажимаем кнопку «Продолжить», у нас все продолжается, да, остальные 5. Ну, нет смысла там делать целый ролик. Итак, что у нас тут происходит? Смотрите, друзья, очень важно. Эти промпты, они сделаны для... Ну, вот вообще, как бы ChatGPT, Gemini и тому подобное, они делают стандартные промпты. Они не всегда вот выдают то, что вы хотите знать, видеть. Они дают вам направление, грубо говоря, а вы уже... ну, должны включать свою фантазию, свое творчество, и эти промпты немножко переделать прямо в процессе реализма. Это мы сейчас и будем делать. Смотрите, ну, эти промпты у нас сразу для, значит, видео, и если это закину как фотографию, это выйдет черти что. Поэтому здесь что я делаю? Тип съемки третье лицо, это мне в принципе не надо, поэтому я беру просто описание сцены, но в данный момент там вы уже как сами хотите. Закидываю ее сюда, и что я вижу? Космический корабль, да, реалистичный дизайн такого-то года, например, да. Там Марс у нас не будет видно, видите, как хорошо, что мы сейчас будем делать немножко по-своему эти промпты. У нас нет иллюминаторов, поэтому Марса не видно, и смысл здесь писать Марс, да. Здесь что я вижу? Первое. Внутри корабля сидит один астронавт. Поэтому вот это все я просто удаляю. Это здесь не нужно. Вот. Поехали. Внутри корабля. Так. На сиденье. Сиденье. Так. Так. Внутри корабля сидит один астронавт в рабочем полетном костюме. Он закреплен в кресле. Спокойно работает с панелью управления, масштаб. Так, это все мне не надо. Понятно, да? И что я делаю? Я выбираю вот этот вот отсек, вот он, который мы с вами только что сделали. И выбираю, ну, наверное, вот этот вот, да? Можно для уточнения, например, лица, можно выбрать и этот, но не всегда бывает выходит четко. То есть там смотрите по ситуации. Так, поехали. Что я делаю? Все, отлично. И делаю несколько фотографий. То есть сейчас будет у нас сидеть астронавт и, соответственно, что-то там делать. И мы эти видео, ну, фотографии будем потом анимировать в нейросетях. Итак, мы видим, что у нас очень круто все получается. Видите, да, все очень похоже. Очень классно. Как раз мы работаем с системой референсов с вами. И что... Да, блин, здесь вообще любую фотографию можно взять. Давайте, наверное, без этого, как сказать, без стекла. Пусть у него скафандр вот какой будет. Пусть, наверное, вот, белый, да?
Я что делаю? Это просто скачиваю и так далее. А теперь мне нужно скачать какой-нибудь один корабль. Ну, наш вот это получается, да? Где у нас? Вот он. Или где? Подождите. Вот. Я его... да, вот. Я его так скачиваю, потому что я как хочу сделать. У меня первый кадр видео будет так, что он там сидит, что-то там нажимает на кнопки. А потом, соответственно, он будет... следующий кадр пролетает просто корабль в космосе. Ну, чтобы какой-то у нас был с вами экшен. Так, это я оставлю, потому что, кстати, кто не знает, мы если нажмем на какую-то фотографию здесь, допустим, мы забыли промпт, да, блин, я его не сохранил, что с ним делать? Если мы нажимаем на какую-то фотографию, у нас промпт сразу вот есть, так что ничего страшного в этом нету. Я просто эти промпты буду потом копировать и вставлять там, скажем, ну, в нейронки, да. Итак, следующий кадр у нас какой? Сцена. Вид из глаз астронавта, то есть это получается у нас съемка POV. POV это от первого лица. Давайте сюда закинем, и что у нас получается? Вид с глаз астронавта. Ну, можно здесь вот так вот еще написать POV. А перед ним панель управления. Ну, слушайте, здесь в принципе, наверное, можно будет как сделать? Ну, давайте попробуем. Так, здесь у нас Марс, да, написан. Перед ним панель управления с физическими кнопками. Так, это все понятно. Траектория сближения с Марсом. Это все понятно. Все показатели находятся в зеленой зоне. Астронавт очередно нажимает. Так, а вот здесь смотрите. Это мы убираем. Это мы убираем, потому что здесь это уже для видео. Так, мы пробуем. Галочку астронавта все убираем, потому что... ну, как вам так сказать, зачем они здесь, наш астронавт здесь нужен, если у нас съемка с первого лица. То есть нам сейчас надо, чтобы у нас была приборная панель. Не вот как вот там видно, виден наше сиденье, а как будто вот просто панелька, да. Как бы он уже сидит на этом сиденье, но его самого не видно. Вот такая задача. Но если что, мы сейчас перепишем промпт, посмотрим, как у нас здесь все получится с вами. Ну, нет, слушайте, не очень хорошо вышло. Вот, в принципе, да, можно вот такой вот подойдет, как бы, но мы можем, так, знаете, что можно сделать? Крупный план просто, да, дописать. Крупный план приборов. Вот, и еще сделать несколько генераций. Вообще, у нас как бы вот это вышло. Но если что, мы можем окна вот эти закрыть. Просто у нас более-менее тут все похоже с этим, да. Окна закрыть, и получится у нас, то есть экономим время. Ну, вообще, как бы, так, вот что я хотел. Прям получил то, что надо, да. Вот, ребята, это круто. Замечательно. Все, я беру... Какую мы сделаем? Давайте вот эту вот фотографию, сохраняю ее, все. Видите, как быстро у нас с вами идет дело. Так, следующее, значит, у нас идет, что кабина корабля показана целиком, астронавт медленно отстегивается от кресла в условиях. Так, но это у нас получается что? Это опять видео будет, да? Давайте посмотрим. Будем уже там читать. Что получается? Кабина корабля показана целиком. Отлично. Значит, кабина, вот она. Поставил галочку. Астронавт медленно отстегивается от кресла. То есть он сидит в кресле. Но здесь получается у нас... он просто должен сидеть в кресле. А вот этот промпт мы будем отдельно потом кидать, соответственно, под эту фотографию в VL3 или там, ну, в какую другую нейросеть, где вам удобно это все анимировать. Потому что здесь я не могу это сделать, будет вообще непонятно. Ну, хотя давайте попробуем. Давайте. Как есть. Вот прям с этой фотографии. Давайте вот так вот сделаю. Вот. Здесь галочка и здесь галочка. И посмотрим, что у нас выйдет. Ну, может, конечно, не очень хорошо получиться, поэтому придется эти промпты переделывать. В общем, вы понимаете, да, что когда мы получаем промпты от чата GPT, мы немножечко их модернизируем или что-то убираем. Это прям сразу надо с лету делать. Ну, научитесь, ребята, у вас все получится. Так, что мы видим?
мы видим фигню, потому что он где-то летает, и нам это не надо. Вот, я уже это говорил. И здесь, соответственно, мы что делаем? Астронавт просто сидит на кресле. Вообще можно брать и те кадры, которые там были, ну, он где и так сидел на кресле, их заново анимировать, то есть получается две анимации с одной фото, но это может быть выглядеть топорно, поэтому здесь, так, видим, да, что у нас смотрит на камеру. Вот, в принципе, неплохо, неплохая такая фотография. Мы тоже вот этот вот видео будем отдельно делать. И следующее, четвертая сцена. Астронавт смотрит на иллюминатор, но иллюминатора у нас нету. Поэтому мы что делаем? Мы сейчас мы переделаем этот промпт, да? Что мы сделаем? Астронавт смотрит на экран приборов крупным планом. Там анимация, вот анимация, запятая, Марс уже занимает большую часть кадра, и показана его траектория. То есть понятно, да? Здесь опять на мониторе детально видны песчаные равнины. То есть, а вот это вот можно удалить. Это можно удалить. То есть у нас получается так, он у нас здесь находится, да, астронавт в этом. Он сейчас может даже не сидеть, а там стоять и смотреть. То есть чуть-чуть прям переделаем. Я говорю, у нас нет иллюминаторов, и поэтому так выходит, что приходится наши промпты менять. Ну, это очень быстро проходит, ничего страшного. Вот, так, здесь у нас непонятно, что произошло. Вот эта фотография не совсем качественно вышла. Это тоже. Так, вот. Так, нет, стойте. Вот. Ну, вот это вот супер. Ну, вот это то, что надо. Давайте мы вот так вот тоже скопируем. Ну и последний промпт, соответственно, у нас астронавт в кабине. Так. Ну, то же самое, да? То есть у нас получается, что... Давайте я напишу слово «продолжить». Так, ну ладно, пусть ошибка, продолжить. И смотрите, там дальше у нас идут промпты, типа там он летит, какие-то проблемы могут быть и так далее. А теперь давайте, знаете, что сделаем? Усложним наш видеоролик создания, и мы вообще промпты смотреть не будем. Окей? Вот вам такая вот, как сказать, ну, понятное дело, что у вас будет мастер-промпт, смысл сейчас по нему идти. Давайте сами будем что-то прописывать. Я очень часто так работаю, очень. Я своих учеников тоже учу, я говорю, ребята, не ходите все время по этим промптам. Просто берите, вы видите весь сюжет, и вот дальше уже включайте воображение свое. И поверьте, у вас будет гораздо лучше, чем то, что вам там выдал чат GPT. Итак, это все нормально. И дальше что у нас происходит? У нас получается... так как мы в VO3 в принципе работать не будем, потому что как бы цель показать какую-нибудь бесплатную нейросеть, да, ну, это попозже. Поэтому удлинить мы там ролики не сможем. Хотя, давайте я VO3 тоже покажу, потому что, наверное, все-таки у многих из вас он есть. Так, теперь, что мы сделаем? Давайте так. Он сидит на кресле, то есть опять же вот здесь и здесь. Астронавт сидит на кресле. Просто астронавт сидит на кресле, да? Наверное, этого тоже будет достаточно. Потому я сейчас объясню почему. И мы там уже в нейросети, когда будем делать видеоролик, мы уже пропишем, что там происходит. Это важно. Дальше. Знаете, наверное, даже сделаем так. Мы даже еще упростим эту ситуацию. Мы сейчас создадим несколько фотографий. Он сидит на кресле. Окей? И здесь я просто буду каждую фотку грузить. Так, сидит на кресле и смотрит на приборы. Я буду каждую фотку грузить и по-разному ее анимировать. Так как он будет у нас падать, правильно, падать,
И дальше уже, вот когда вот у него там что-то происходит, например, в его кабине, вот, кстати, прикольно фотография вышла, да, но он у нас все-таки в шлеме, а здесь что-то шлем снял. Значит, вот, отлично, хорошая фотка. И у нас получается, что у нас там что-то происходит с этим кораблем, там будет тряска такая-то, мы все придумаем. И как бы будет анимация, что корабль спускается, там будут какие-то голоса, то есть, ну, попробуем что-то прописать с вами, и в результате корабль падает. Ну, здесь нет иллюминаторов, понимаете, да? Поэтому нам приходится делать съемку извне. Это отдельные будут кадры. Вот, например, здесь, что мы делаем. Вот раз, вот этот вот. Так, корабль пролетает над Марсом. Так, то есть это тоже мы должны будем с вами анимировать. Потом мы что сделаем? После того, когда он упал, у нас надо сделать так, чтобы его приборы... Так, слишком близко над Марсом. Блин, почему так? Почему такой большой корабль пролетает далеко, блин, над Марсом? Странно. То есть мы сделаем, что у нас приборка будет где-то разрушена, что-то такое, да? И как раз вот увидите, как это вот здесь можно будет поменять. Так, что у нас в фотографии уходит? Что-то какая-то фигня, почему очень близко делает над Марсом. Ой, видите, проблема-то какая, я просто ступил и сам. И не убрал галочку, ребята, вот вам, видите, это важно. Это я даже момент стирать не буду с нашего видеоролика, чтобы вы тоже видели, какие ошибки вы можете наступать. Кстати, вот уже готов видеоролик, будет вот Марс. Потом мы что сделаем? Ну вот, отлично, все у нас получается. Потом корабль... Что у нас получится? Ну, можно будет уже в нейросети добавить какие-то эффекты на самом корабле, да, что там какой-то огонь там, хотя огня в космосе не бывает, как бы, да, насколько я знаю. Вот, но и дымы тоже, да. Я даже не знаю, как правильно здесь сделать, но посмотрим. Может быть, сделаем так, чтобы из двигателей, вот, например, там из боковых что-то, какие-то коррективы проходили у нас, да? Вот. Ну и теперь что мы делаем? Вот он уже, получается, пролетает над Марсом. Так, здесь у нас слишком близко, да? Пролетает над поверхностью Марса. На поверхности Марса. Вот так вот. Потому что, видите, тут какая-то фигня, как будто сам корабль больше, чем Марс. Как половина Марса выглядит. И нам нужно написать над поверхностью Марса. Вот уже хорошо. Вот то, что я хотел. Потому что здесь мы можем вбить эффект вхождения в слои атмосферы, насколько я знаю, на Марсе. Там есть небольшая атмосфера, но мы это сделаем, какой-то, да, эффект. Вот. И теперь корабль разрушенный, да, на поверхности Марса. Полуразрушенный. Ну, сразу мы это сделаем, так сказать, оптом нашей фотографии, и все, и пойдем с этим работать. Окей? Вот то, что надо. Блин, ребята, вообще классно вышло. Вот тоже, вот прям классно. То, что надо. Ну, давайте, мне вот это, наверное, так. Вот. Или вот это вот. Ну, я, наверное, все-таки возьму вот эту фотографию, тоже ее скопирую. Так, теперь сразу мы сделаем, что не отходя от кассы нашего чувака, вот, берем галочку, и стоит нам на поверхности Марса. Сначала сделаем так.
Да, то есть у нас будут сейчас... Я как бы советую делать, потренироваться сначала на фотографии, а потом уже их идти анимировать, работать над анимацией. Так, вот получается у нас что? Это не очень фотография, вот это неплохая, вот неплохая. Какая-то шапка у него внутри. Это что за фигня вообще у нас вышла? Ну вот, наверное, как-то так, да? Так, гиперреализм. Что-то как-то мультяшно выглядит. Ну ладно, суть не в этом. Так, вот единственная фотография, которая более-менее вышла из всех. Давайте я ее тоже скачиваю. И что мне нужно сделать? Он стоит рядом с кораблем, да, то есть я ставлю вот сюда вот закидываю, потому что уже вот эту фотографию, наверное, будет сейчас не к месту, а вот это вот будет, это лучше выйдет. Так, и еще, наверное, с кораблем, какой у нас там был, да, разбитый. Вот этот, по-моему, да, мы его тоже сюда закидываем. Сразу сделаем с вами. То есть галочка на нашем астронавте, это хорошо. И галочку поставим на нашем корабле. Все. Так. Астронавт издалека стоит и смотрит на корабль. Запятая, да, который лежит на поверхности Марса. И тоже делаем несколько генераций. Ну и потом уже мы перейдем с вами внутрь корабля. Итак, что у нас выходит? Не очень хорошо. Хотя, в принципе, наверное, как будто он стоит на горе и смотрит. Но можно доделать так. Смотрит на огромный корабль, который лежит на поверхности Марса. То есть дописываем именно огромный, а то у нас, видите, пропорция... Ну вот это еще ладно. Это как бы можно так сделать с пропорциями. Но желательно, наверное, все-таки какой-то объем сделать. Давайте, кстати, сделаем, зайдемте в Nano Banana. Просто вот для интереса. Вот прям вот эту фотографию копирую. Я захожу в Nano Banana. У меня здесь Pro версия. Но она и так у вас бесплатно. Там сколько-то генераций. Даже на бесплатном Gemini есть. В Google Flow. Так. Создать изображение. Сюда его загружаю. И здесь я пишу. Так, давайте выберу 4 варианта. Что я пишу? Сделай так, чтобы космический корабль, который лежит на поверхности, был больше, чем астронавт. Так, астронавт, да? Астронавт. Сейчас, секундочку. В 10 раз. Так, выбираем формат горизонтальный и, пожалуйста. Сейчас у нас должно с вами все получить. Видим, что что-то не пошло не так. Сейчас, ребята, я перезагружу. Ну что, друзья, вот как бы у нас уже лучший вариант вышел, да? Вот, пожалуйста, того стоит. Все, я вот эту фотографию сохраняю и будем с ней мы дальше работать. Или вот классный вариант тоже вышел. Как, блин... Очень круто. Тоже давайте сохраним. Итак, следующее, что нам нужно будет сделать. Давайте мы напишем ему, что астронавт сидит без сознания, на нем треснутый шлем и поврежденный скафандр. Я сохраняю эту фотографию и идемте в Nano Banana. Ну что ж, вот у нас что вышло. Вообще классно, то, что надо. Видите, Nano Banana у нас прекрасно справился. Ну, это, конечно, слишком разбито, а вот этот вот неплохо. Ну и мы, соответственно, скачиваем эту фотографию. Так, в принципе, наверное, все. Пойдемте теперь с вами анимировать. Итак, ребят, смотрите, я обещал вам показать, как можно использовать VO3 бесплатно, но давайте такой небольшой пролог. Если вы все-таки хотите заходить в ниши с нейросетями, ребята, ну надо понимать, что придется что-то купить, какие-то нейросети. Да, вы попробовать бесплатно сможете, но полноценную нишу вести на бесплатных нейронках, ребята, ну будет очень муторно. Поэтому сразу хочу сказать, эта ниша и тому подобное, да, вот эти вот, это лучше всего с этим справится именно VO3.
купите VO3 один, то есть, блин, ну информации много на ютубе, где и что, как можно купить, найдете. И, соответственно, эту нишу делать там. То есть, я делал видеоролики, ну, с собой, вот, которые вы видели, это VO3. Но есть другие альтернативы, да, то есть это Grok, например, сейчас в Гроке будем делать. Grok бесплатный, да. Но смотрите, Grok бесплатно делает 5 секунд. Если вы хотите 10 секунд, покупайте Grok, он стоит $30 в месяц. Grok хорошая нейронка, да, тоже и фотки делает, и видео делает, и так далее. Но если есть возможность, возьмите лучше VO3. Действительно, она прекрасно с этим справляется. Sora 2, ну, вы замучитесь с бесплатной генерацией Sora 2 искать, да, кстати, у себя в группе Нейромания у меня там куча информации, где можно там Sora 2 более-менее так бесплатно использовать, но все равно, ребята, блин, как ни крути, нужно будет что-то где-то купить, это нормально. А потренироваться можно бесплатно. Давайте мы с вами, я вам покажу, где можно VO3 использовать бесплатно, несколько генераций, грубо говоря, а потом уже просто делайте мультиаккаунты. Итак, что вам нужно будет сделать? Это открыть вкладку инкогнито, но я сейчас открывать ее не буду, потому что мне придется там менять окна, да. Ну, вы поняли, вы делаете именно во вкладке инкогнито. Что дальше вы делаете? Вбиваете, так, Google, Gemini, бизнес. Вот так вот. Бизнес. Вот. Дальше. У вас открывается, вот сюда нужно заходить. Google бизнес. Вот. И у вас откроется сейчас что? Вот такое вот окошко, в котором нужно вбить email. Вы можете спокойно, блин, ну любую почту вбить, либо попробуем сейчас какую-нибудь временную, да. У нас получается вот эта почта выдается, мы ее закидываем сюда, написано продолжить с этой почтой, давайте продолжим. Так, мы заходим сюда, и у нас 30 дней дается для того, чтобы мы могли с вами использовать там VO3 и всякие остальные плюшки. Ребята, когда у вас заканчивается здесь генерация, просто говорю, заходите в новой страничке инкогнито, под желательно использовать программу для обхода локаций, скажем это так, и снова делать генерацию. Почему страничка инкогнито? Потому что у вас обновляется история браузера. Итак, полное имя, да, какой-нибудь напишем Космос. Космос 40, как-нибудь так. Космос 3567. Поехали. Все, я зашел под этот аккаунт, и сейчас вы сами убедитесь, что VO3 здесь работает бесплатно. Мы видим, все нормально, здесь мы пишем, выбираем вот эту вот штуку, то есть позже. И чтобы сгенерировать видеоролик, мы куда нажимаем? Вот сюда вот инструменты. Кстати, есть у вас вот Nano Banana Pro, да. И есть у вас здесь это создать VO3 видео. Ну, вот у нас такой ролик вышел. Давайте его послушаем. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Denzel. То есть, видите, как обычный видеоролик, который создан с помощью VO3. Так, ссылочка на вот этот бизнес и тому подобное, там современная почта, все будет у меня в телеграм-канале. Тот же самый мастер проб, просто напоминаю. Ну, а теперь идемте делать сами видеоролики в Гроке, да. Ребята, у меня Грок платная подписка, видите, супер Грок, поэтому я сделаю лучше здесь 10-секундные видеоролики. Но у вас в бесплатной подписке будет 5 секунд видеоролика. Но если хотите, можете использовать любые другие нейросети. Это вообще без разницы, они абсолютно плюс-минус там одинаково работают. Итак, что мне нужно сделать? Это мы нажимаем Imagine и загружаем сюда фотографию. Вот такой вот у нас промпт получается. Здесь я выбираю 10 секунд, формат 720. Мы пишем без музыки. Без музыки, это обязательно. И без речи. Все, и нажимаем генерация. Все отлично, все супер, мы берем его и скачиваем. То есть у нас, ну, в данном моменте у меня ролик 10 секунд, у вас будет по 5 секунд. То есть, смотрите, ну, как бы у меня такой совет, если будете делать все-таки в бесплатном Гроке по 5 секунд, делайте больше смена кадров тогда. Тогда у вас все получится. Ну, с такого ракурса, да, чуть побольше придется поработать, но
именно сохраняется вот эта вот последовательность действий. Это важно. Так, теперь, ребята, давайте... Понятное дело, что я сейчас буду это все делать в Гроке, и я вам покажу, что из этого вышло, да. Но я вам сказал, что можно будет в VO3 делать какие-то переходики, да. Идемте, я вам это сейчас и покажу. Итак, смотрите, у нас тут есть, соответственно, вот это какая-то фотография, и мы сейчас будем ее анимировать. То есть еще раз я скачаю, потому что я не помню, куда я ее там закинул. Еще раз говорю, это только в платной Google Ultra. Дальше я нажимаю видео по кадрам. После этого я пишу. Так, давайте, например, так, системный голос корабля говорит на русском языке. Например, критический уровень кислорода. Включите систему. Включите аварийную систему. Аварийную систему. Запятая. После этих слов астронавт резко встает и что он делает, да? Давайте немножечко сделаем более интересно. И открывает дверь, далее заходит в разрушенный коридор отсека корабля, в котором стоит шкаф. Ну, помните, как в моем видеоролике было, да? Так, шкаф. Шкаф у стены. Так, поехали. Сделаем 4 варианта, чтобы сразу посмотреть, какой из них больше сработает. Так, что у нас получилось? Давайте посмотрим. Первый ролик. Критический уровень кислорода. Включите аварийную систему. Так, ну неплохо. Давайте второй ролик. Критический уровень кислорода. Включите аварийную систему. Ну, вот этот можно сделать, потому что здесь у нас шкаф. Шкаф вот этот, да? Ну, можно еще один посмотреть. Критический уровень кислорода. Включите... Вот это давайте. Короче, что нужно сделать? Нажать вот эту кнопочку, добавить в сцену. Дальше. Нажимаем вот этот плюсик и дальше вот эту вот штучку, скобочка и стрелочка вправо. Дальше мы пишем: астронавт открывает шкаф и включает приборы. Так, система подачи кислорода. Так, кислорода. После чего системный голос корабля говорит на русском языке. Так, система подачи кислорода включена. Ну, вот как-то так. И нажимаем генерация. То есть тем самым мы с вами удлиняем наши кадры. Либо можем другой вариант сделать. Какой? Это загрузить две фотографии до и после. И тогда уже не вот таким вот форматом мы догоняем ролики, да, их увеличиваем в длительности, а как типа переходом. Сейчас покажу. Давайте посмотрим. Критический уровень кислорода. Включите аварийную систему. Система подачи кислорода включена.
Ну, типа такого, да, мы не будем там перегенерировать. Здесь, кстати, 4 варианта есть, вот, готовые, и какой-то из них будет обязательно у вас лучше. Так, теперь я сейчас возьму какой-нибудь, вот этот, наверное, сейчас, подождите, кадр. Вот, наверное, как-то вот так. Вот. Сделаю вот такую штуку, правой кнопкой мыши, сохранить кадр видео как. Мы также открываем новый проект видео и здесь выбираем две фотографии, то есть первый сюда, второй сюда. И здесь мы прописываем: астронавт встает с кресла, да, идет в коридор и включает приборы. Ну и вот что у нас получилось. Давайте посмотрим. То есть видите, да, что можно так, можно так. Итак, друзья, я сейчас доделаю видеоролик в Гроке. Все сделаю там, потому что это как бы бесплатная нейронка, да. И я покажу вам, что из этого вышло. Земля, я на связи, полет проходит нормально. Принято, держите курс. Как системы? Системы в норме, вижу Землю, она прекрасна. Понял, подготовьтесь к следующему этапу. Так, сейчас выстроить курс, потом можно и космический борщ съесть и вздремнуть. Отличный ужин, ну а пока я кушаю, подпишитесь на канал Дензел, тут реально полезные уроки. Прошло 2 года, и сейчас корабль достиг Марса, начинается подготовка к посадке на поверхность. Экипаж, говорит центр управления, подтвердите статус для входа в атмосферу. Центр, это экипаж, системы в норме, готовы к торможению. Принято. Потрясающий вид, осталось просчитать траекторию, и я уже смогу вступить на поверхность Марса. База, это шаттл. Появилась ошибка в блоке управления двигателями. Пытаюсь сесть вручную. База, это корабль! Мы вошли в зону турбулентности. Сильная тряска, системы на грани. Приборы сводят с ума. Но я контролирую, жду указаний, база. Земля, это борт. У нас критическая ситуация. Корабль полностью потерял управление. Принято, борт. Доложите состояние системы экипажа. Системы отказали одна за другой. Пожар в отсеке. Требуется срочная эвакуация. Активируем спасательную шлюпку. Вас понял. Катапультируйтесь. Мы отслеживаем. Шлюпка отстыкована. Входим в атмосферу Марса. База, это выживший астронавт. Я жив и на Марсе. Буду строить базу, используя онлайн-уроки по нейросетям от Дензла. Изучение уже идет. Я готов к этой миссии. Теперь вам не нужно искать промпты или создавать их самому, так как новые ролики, которые публикуются на моем YouTube-канале, уже будут включать в себя мастер-промпты для того, чтобы вы сразу приступили к делу и потренировались. Ну а если вы хотите получать еще больше пользы, то можете зайти ко мне в закрытую телеграм-группу под названием Нейромания, в которой выложены больше 500 ниш с нейросетями, мои онлайн-мастер-классы по созданию видео и промптов, а также свежие обзоры самых необходимых нейронок. Ну, а стоимость подписки, она очень смешная, так как после изучения уроков вам вообще не потребуется покупать какие-либо курсы по нейросетям и тратить время на поиск ниш. А для тех, кто досмотрел этот ролик до конца, по промокоду Космос, который вы напишите мне в личку Telegram, вы получаете при приобретении подписки в группе Нейромания плюс 10 дней в подарок. Акция ограничена и действует только для первых 30 участников.